Антон спал, и ничего не предвещало беды. Он еще не знал, что через минуту раздастся звонок, которого он совсем не ждал. У него был выходной. Алло. Привет. Ты же не забыл, что мы договорились сегодня на 9 утра встретиться в мастерской, чтобы ты мне мастер-класс провел? Нет, я помню. Да, я просто в пробке слегка задержался. Че, 5 минут? Хорошо, я уже к цеху подхожу. Ну где ты там так долго ходишь? Давай, переодевайся и погнали. Ты что, тут ночевал? Нет, с чего ты взяла? Давай, проходи, холодно. Всем привет, с вами Кузница Велнда, меня зовут Антон, а его по-прежнему зовут... И в этот момент Антон, окончательно покинув объятия Морфея, осознал, что девушка слева от него совершенно не похожа на Аскеля. И классической сосисочной вечеринки ведущих не будет, а зритель закрепит знакомство с одним из наших очаровательных мастеров. А ее зовут Белка. И сегодня мы решили показать вам, как и из чего мы делаем кованые розы. Но для начала давайте разберемся, какими они бывают, откуда они пошли и кто первым придумал запечатлеть цветок в металле. Про историю появления кованой розы есть несколько легенд и довольно мало источников, но мы постараемся осветить все нам известное. Практически в каждой кузнице вам расскажут душещипательную историю о ковке древнерусской розы, о том, как один кузнец, иногда князь-кузнец, подарил своей возлюбленной букет из 101 живой розы и сопроводил подарок комментарием, что он будет любить ее, пока не завянет последний цветок из букета. Дева отреагировала адекватно. В смысле? Ты собрался любить меня пару недель? И потянулась за скалкой. И такова же была удача этого кузнеца, что дева, перед тем, как совершить с ним что-то непоправимое, успела разглядеть, что одна из роз в букете кованая. Дальше они жили долго и счастливо, а роза, исключительно благодаря этой древнейшей лавсторе, стала символом любви. Истории, мифы и легенды всегда интересно изучать. Они позволяют отследить истоки той или иной темы и понять, что во все времена фантазия и отсутствие страха всего нового являлись основным двигателем прогресса. Ну и, конечно, знания. Так же, как мы обучаем искусству создания кованых изделий и их истории, наши партнеры обучают и рассказывают о том, как создавать целые виртуальные миры. Что же для этого нужно? Выучить язык программирования C# и освоить разработку игр на платформе Unity. В Skill Factory как раз начинается такой курс. Не нужны никакие специальные знания. Только твое желание и 5-10 часов в неделю. Это не страшно. На курсе всегда найдется тот, кто поможет и подскажет. Из курса ты выйдешь уже готовеньким к новой работе. И даже с этим тебе помогут. Найдут вакансии, потренируют собеседование и поправят резюме. Готов? Тогда лови промокод «Кузница» и бегом по ссылке в описании. Откуда берутся современные профессии, мы с вами разобрались. Но как же появился герой нашего сегодняшнего рассказа? Про ковку до 13 века, про стоимость железа и сложность его получения мы уже рассказывали и позже расскажем еще. Суть в том, что до открытия шахтной добычи железной руды каждый кусок железа был на вес серебра, буквально, и производилось из него только самое нужное оружие и инструменты. Любой кованый элемент убранства служил признаком поистине королевской роскоши. И тут железо начинают добывать на порядке больше. Оно падает в цене, и кузнечное ремесло набирает обороты. В письменных источниках 13 века упоминаются 16 кузнечных специальностей. Оружейники, замочники, ножовщики, колечники, бронники, шлемники и многие другие. В связи со столь выраженной специализацией появляются новые инструменты и специфичные приемы работы, и именно здесь зарождается художественная ковка.
Это свитцы и поставцы, жуковины дверей и сундуков, самые первые решетки на окна и в скором времени кованые кресты на церквах. А в начале 17 века начинается эпоха железных заводов, что означает промышленную выплавку в начале чугуна, а потом и стали. Это все неразрывно связано с династией Демидовых, с одной стороны давшей России и миру качественную сталь, а с другой, благодаря огромному состоянию, нажитому на этой стали, Демидовы начинают окружать свои особняки неимоверно дорогими по тем временам чугунными скульптурами и решетками. Конечно, это немедленно входит в моду. Ну как это? У какого-то купца есть, а у меня, потомственного Рюриковича, нет. И начинается повальное увлечение парковым и интерьерным художественным литьем, и сразу после этого художественной ковкой. И только в 19 веке роза появляется как элемент художественной ковки. Но чтобы история не была такой занудной, я расскажу вам еще одну легенду, которая не пытается быть историчной, но прекрасна, как сама роза. Когда-то давным-давно в горах жили два друга. Оба были молоды, не женаты, и один из них был кузнецом. Второй же был могучим воином и в промежутках между боями страдал от неразделенной любви. Добивался он прекрасную деву, истинным героем себя выказывал. И врагов побеждал, и Эдельвейсы с недоступных скал срывал, и какие только подвиги не совершил он во имя своей возлюбленной. Но ничто не могло разжечь ее холодное сердце и обратить на него ее взор. И вот, отчаявшись, обратился воин за советом к мудрому человеку. И сказал ему мудрый человек: после безуспешных попыток отговорить парня от френдзоны, ни одна дева не устоит перед цветком, который не вянет. Подари ей вечный цветок, юноша. Удивленный этим напутствием, побрел влюбленный герой к другу-кузнецу, стал жаловаться, что, мол, и в любви счастья нет, да еще и вечный цветок неизвестно где искать. А кузнец ухмыльнулся, заявил, что уж этому горю он помочь точно в силах, и сковал первую в мире кованую розу. Цветок, который уж точно никогда не завянет. Но легенда на этом не кончается. Дева получила цветок, который никогда не завянет из рук воина, и, конечно, немедленно влюбилась, что характерно в автора розы, благо тот был, как мы помним, тоже не женат. Кузнец был не дурак от такого счастья отказываться. Про судьбу его друга легенда умалчивает. Про долго и счастливо, ну тут оно само собой. А мы из этого веселого повествования сделали свои выводы. И первые годы существования нашей кузницы розы у нас ковали только женатые кузнецы. Знаете, от греха подальше. А потом мы решили, что девушки, кующие розы, это еще безопаснее. Да и просто очень мило в конце концов. Сегодня мы будем делать сборную розу, а цельнокованную мы можем сделать, если это будет вам интересно, и вы сообщите нам об этом в комментариях. Кстати, о комментариях, Антон, хочу сообщить, что тут стало очень холодно. Да ладно, минус 15 всего. Ну и раз случилась такая оказия, позвольте представить вам нашу новую мастер-классную. Ну что ж, мы строили и, наконец, построили. Специально для наших учеников, а также мастеров, которые их обучают, мы построили вот такое вот интересное пространство, в котором можно с комфортом давать мастер-классы. И сегодня мы ее опробуем. Для начала нам нужно подготовить материал. Я сейчас пойду найду заготовочки, а ты пока вырезай шаблончик. Антон надеялся, что уже нарезанные заготовки еще остались. Это серьезно упростило бы ему работу, позволив пораньше вернуться к спокойным делам выходного дня. Но заглянув под стол, он наткнулся на то, чего совсем не ожидал увидеть. Ну что, ты закончила? Да. Отлично. Заготовок у нас нет, поэтому придется вырезать из того, что имеется. В качестве материала для изготовления лепестков мы возьмем сталь толщиной 1 мм, после чего наш шаблон нужно перенести с помощью маркера на его поверхность. Чем ты сейчас и займешься, а я пока горно разведу.
Ну что, согрелась? Да, так гораздо лучше. Отлично. Время просверлить нашу заготовочку. Разметив и заранее просверлив отверстия по центру, чтобы потом не мучиться с маленькими заготовками, я сейчас планирую их разрезать с помощью болгарки. Для этого я схожу в соседнее помещение. Подожди меня пока здесь. Антон не знал, что последний диск, который ему так нужен, был использован еще пару дней назад. Его взял Аскель для своих очень важных и нужных целей. Так, у нас небольшая проблема. Я не нашел ни одного пильного диска. Но это не страшно. Будем вырезать ножницами по металлу. Соответственно, берем заготовку, молоток с острым бойком и подкладку. Кладем заготовку на подкладку и рисуем здесь, грубо говоря, центр вот этого лепестка мысленно. И создаем, скажем так, елочку. Часто пишите нам в комментариях, что мы сохраняли оригинальный звук нашей мастерской. Наслаждайтесь. Это еще можно терпеть, когда ты делаешь, там, допустим, одну розу. Но когда тебе нужно сделать их штук 50, я рекомендую запастись удобным стулом, чайком и строительными наушниками. Что, тепло тебе, девица? Работа греет. Кстати, о работе. Я все отбила. Что делаем дальше? Теперь переходим к изготовлению листочков. Набор лепестков для бутона готов. Но на этом моменте я хотел бы отметить, что если вы сделаете большее количество слоев, то сможете сделать бутон большего размера. Главное учитывать, что каждый следующий слой должен немножечко выходить за край предыдущего. Это важно. Итак, сейчас я покажу тебе, на мой взгляд, самый простой способ быстро делать листики. Мы берем с тобой кругляк, греем его, плющим на молоте, дальше наносим фактуру зубилом. И готово. Понятно? Сейчас греем и идем к молоту. Антон попал в непростую ситуацию. Дело в том, что из-за погодных условий масло в поршне молота было слишком вязкое, и первый оборот маховика оказался достаточно медленным, что вызвало больше, чем обычно, напряжение на линию. В любой другой ситуации это дало бы легкую просадку, но именно в этот момент в соседнем здании включилась система подогрева, которая вызвала перегрузку по фазе. Ну, вообще, знаешь, наверное, стоит начать с того, как делать листочек вручную. Ну, прежде чем налаживать массовое производство, да?
Вот так получаются листики. Все понятно? Да. Хорошо, тогда сделай еще 5 штук. Сейчас сделаю. Отлично, листья у нас готовы, переходим к изготовлению стебля. Стебель мы сделаем следующим образом. Мы возьмем специальную подкладку и пробьем в ней прут. Антон, скажи, зачем на заготовке эти утолщения? Все очень просто. Первое у нас будет основой бутона. А вот на эти два мы приварим кузнечной сваркой веточки с листиками. Мне нужно здесь больше материала для того, чтобы кузнечной сваркой это все сварить. Бери фактуру лозы, сейчас будем пробивать ее. Да, это оно. Собственно, наш специальный станок для нанесения фактуры. Он немножко кривенький, нам за него стыдно, но он работает. Пока заготовка греется, скажи черно-красный трактор по дороге тыр-тыр-тыр. Черный красный трактор по дороге ты-ты-ты. Антон планировал забурить заготовку, но, к его удивлению, тара с бурой была пуста. Ну-ка дай сюда. На, читай. Антон отправляет Аскеля за бурой, и тот немедленно отправляется ее добывать. Антон, а какие, в принципе, у нас есть варианты крепления бутона? Ну, смотри, самый, наверное, простой – это просто электросваркой приварить. То есть мы одеваем слой, варим и так далее. Но при последующем прогреве есть вероятность, что оно отвалится. Также есть довольно простой способ для слесарей больше, когда мы собираем и на этом пенечке нарезаем резьбу, после чего закручиваем гайкой, например. Ну и самый удобный для нас вариант – это приклепать сейчас. Мы погреем сам пенек, наденем весь набор и расклепаем его молотком сверху. После этого можно еще подварить электросваркой.
Все зависит от того, какие у вас есть инструменты и умения, которыми вы обладаете. Тоже наш бутон приклепан. Настало время его собрать. Здесь зависит индивидуально от вкуса и желания каждого. Я лично люблю собирать его сначала очень плотно, как будто роза еще не раскрылась, а уже потом разворачивать листочки, чтобы она, скажем так, расцвела. Вот, сейчас покажу и попробую. Так, смотри, бутон-то свернула, все правильно. Сейчас я подработаю немножечко вот эти выпирающие углы, это не очень удобно. И после этого мы разворачиваем бутон, чтобы он расцвел. Ну да, все правильно. Тебе все понятно? Да. Отлично. Вот здесь заготовки. У тебя до выхода серии 2 недели. Надо сделать еще 100 штук. С вами телемагазин на диване от кузницы Велнда. Только лучшие товары лучшего качества. В преддверии мартовских праздников мы приготовили для вас спецпредложение «Кованая роза», выполненное по секретной технологии нашими лучшими мастерами специально для вас. Да-да, вы не ослышались. Это уникальное предложение, которое подойдет для любой жизненной ситуации. Юбилей, день рождения, 8 марта. Не знаете, что подарить? Лучший подарок – «Кованая роза». Порадуйте вашу даму эксклюзивным сувениром, который будет радовать ее долгие года. Ведь у кованой розы есть огромное преимущество. Она никогда не завянет. И это еще не все. Наш магазин от кузницы Велнда приготовил для наших покупателей подарок. Первым 3 покупателям кованой розы после выхода этого фильма мы подарим кованое сердечко. Не упускай свой шанс, звони прямо сейчас, ведь наши кованые розы делаются вручную, и их осталось очень мало. О, как же хорошо, что я больше не веду мастер-классы.